Тыквенная каша. Зимой всегда хочется съесть две вещи. Это суп и, конечно же, каша. Я буду приводить в пропорции на 1,5 килограмма. Я же использую где-то около полкило той самой тыквы, которую я осенью уже порезала, очистила, вынула из нее семечки и приготовила осенью тоже очень вкусную кашу из половины. Вот половину положила в морозилку, и сейчас перед приготовлением заранее ее из морозилки вынула, разморозила, и вот сейчас буду ее первым делом чистить. Надо снять с нее кожуру, и делать это надо аккуратно, потому что кожура у нее очень плотная, так что будьте не порежьтесь. Удобнее всего, конечно, делать это таким тоже большим и плотным ножом. Затем нужно ее помыть и нарезать. Нарезаем мы ее такими кусками, уже очищенную и помытую, какими может перемолоть ваш блендер. Вообще, в принципе, есть какие варианты. Можно ее сначала перед перемолкой в блендере поставить на 6 минут в микроволновку или пропарить в стимере, и тогда можно ее даже и ложкой раздавить и так уже варить. Но я использую такой способ. Я ее свежую, нарезаю кусками, удобную для перемолки в моем блендере. Мой блендер достаточно маленький, поэтому кусочки я нарезаю маленькие и буду перемалывать порционно. Если у вас блендер может перемалывать достаточно большие куски, нарезайте большими кусками и перемалывайте все сразу. Вот такой вот объем получился. И когда я перемалываю, я добавляю воду. Пропорция при перемалывании воды к тыкве это 1 к 1. То есть если у вас 5,5 килограмм, то понадобится 1,5 литра. То есть обычно маленькая тыква, она и выходит где-то на 1,5 килограмм, у меня же полкило. Но вам, чтобы не запутаться, если вы не знаете, сколько у вас там на самом деле есть, то вы просто берете пластиковый стаканчик и загрузили в него сначала тыкву, а потом залили тем же самым количеством воды. То есть так вы в пропорциях не ошибетесь. И все это перемалываем и заливаем в кастрюльку, в которую собираемся кашу варить. Где-то вот с тыквы 1,5 килограммов получается около 4 литра тыквенной каши. У меня получится где-то около 2 литров, поскольку у меня полкило, где-то около полкило. Далее, рис, который был отварен еще вчера. Вчерашний отваренный рис, белый, круглый, я использую. Если у вас 1,5 килограмм, то вам понадобится 1 пластиковый стаканчик. У меня меньше, поэтому я закладываю меньше, где-то около половины пластикового стакана. И заливаю воду 250 мл на 160 грамм риса. У меня же риса поменьше, поэтому и воды я добавляю меньше, 1 стаканчик пластиковый. И все это в блендере перемалываю так, чтобы это превратилось, можно сказать, в воду, практически в воду, но там будут еще какие-то перемолотые плотненькие части. Если у вас нету отваренного риса, вчерашнего или сегодняшнего, что можно сделать? Берете белый круглый рис, засыпайте необходимое вам количество в зависимости от пропорции тыквы, на какое количество тыквы вы варите кашу, и заливая, сначала промывайте это в холодной воде несколько раз, затем заливайте холодной водой и оставляйте на 2 часа рис настояться. За это время он разбухнет и размякнет и легко перемолится. Теперь мы перед тем, как начинаем варить кашу, добавляем еще 250 мл воды, если у нас 1,5 кг тыквы. Если же поменьше, как у меня, то 1 пластиковый стаканчик или 1,5. И готовим на среднем огне, чтобы у нас ничего не сгорело, не подгорело. И все время помешиваем. Когда каша закипит, мы добавляем соль. 1 столовую ложку на 1,5 килограмма, у меня же меньше, поэтому 1 чайная. И сахар 3 столовые ложки, или же можно мед, например, если 1,5 килограмма, если меньше, то я вот кладу 2 столовые ложки, потому что сладкая. Ну, так она вообще сама по себе сладкая. Вот, тут уже дело вкуса, в общем. И готовим где-то около 20 минут. В общей сложности мы это кипятим, продолжаем кипятить, или до консистенции той, какой вы любите, густо, жидко. Теперь топпинг. В Корее кашу ее не только любят есть, но ее любят красиво украшать. Поэтому вот тыквенные семечки,
которые я еще осенью вынула из тыквы и засушила. Я их очищаю и буду из них делать к ним красивый узорчатый топпинг. Вот в Корее очень любят разные каши, и их очень много разнообразностей, так же как супов и кимчи в принципе. И также джуджуби, зизифус настоящий, китайский финик. Нам потребуется всего лишь одна штучка. Мой уже засушенный, достаточно старенький, я его еще немножко в воде размочила, чтобы он был помягче. И мы должны будем из него извлечь косточку, аккуратно просто с одной стороны надрезав джуджуби, и затем, расправив его, свернуть его в ролл. И, собственно говоря, как ролл, и нарезать несколько кусочков, сколько получится. Слишком тонкие не делайте, чтобы не развалилась эта конструкция. Ну вот, я буду делать 3 порции каши, потому вот у меня 3 кусочка. И за это время каша уже поспела. Я уже говорила, что все зависит от того, какую консистенцию вы любите. Я люблю жидковатую кашу. В данном случае, когда речь идет о тыквенной каше, если любите погуще, просто варите подольше, пока она не загустеет. Просто не забывайте помешивать, чтобы ничего не сгорело. И раскладываем по тарелочкам и начинаем украшать. Пришло время топпинга. Тут уже дело вашей фантазии. Какую красоту вы там сверху выложите. Можно, кстати, не только тыквенные семечки использовать, но и кедровые орешки, и также семечки подсолнечника. Я вот выкладываю цветочек джуджуби в середину и семечки по бокам. И настало время всю эту ароматную и красивую кашу, есть. Это красиво, заряжает энергией уже тогда, когда на нее смотришь, только одним цветом. И, конечно же, все знают, что это очень полезно. Поэтому такую кашку я люблю готовить и есть. Подписывайтесь, лайкайте или дизлайкайте, оставляйте комментарии. И еще есть раз возможность ознакомиться с ингредиентами. Приятного вам аппетита!